Я приветствую вас на своем канале, и сегодня я покажу, как сшить бортик-совушку. Для этого нам понадобится ткань, хлопок. Я буду двух расцветок использовать, такую для крылышек. Белую ткань для глазок, для зрачков черный фетр и для носика желтый фетр. Вы можете выбрать любую подходящую ткань для глазок и для носика, для клюва. Также нам понадобятся атласные ленты, булавки, ножницы, карандаш или портновский мелок, а также наполнитель. Я буду использовать холофайбер в виде шариков. Итак, приступим. Для начала нам нужно выкроить детали из хлопка нашего. Для этого наш хлопок мы складываем пополам. Так как выкройка у нас половинная, берем наши две детали выкройки. Так вот я сложу ткань. Совмещаем серединкой. Не забываем о припусках в 1 сантиметр. Я приколю выкройку, чтобы она у нас не сместилась. И нижнюю часть мы совмещаем. И прикалываем. Теперь обводим с припуском в 1 сантиметр и вырезаем. Я буду вырезать, не буду обводить, буду сразу вырезать с припуском. Когда мы вырезали деталь совушки, мы берем, вырезаем вторую деталь. Чтобы вырезать вторую деталь, я прикладываю первую нашу вырезанную деталь лицом к лицу, к ткани, к второму отрезу, скалываю булавками и аккуратненько вырезаю. Поэтому вырезаем вторую деталь. Вот мы вырезали
2 детали одинаковых. Теперь нам нужно вырезать крылья. Берем нашу часть выкройки крылышка. Располагаем ткань по рисунку. Вот с этой круглой стороны мы припуск делать не будем. Будем делать припуск только вот с прямой нашей стороны. Прикалываем и вырезаем. Можно даже было сложить вот так вот. 2 детали должны быть лицом к лицу. Так быстрее будет, чтобы сразу 2 крылышка вырезать. Можете обвести. Я опять же по круглой стороне без припуска вырезаем. Крылышка у нас получились. Теперь нам нужно вырезать детальки глазок и клюва. Сначала вырезаем из белого хлопка. Точно так же складываем пополам, чтобы быстрее нам было вырезать. Скалываем булавками и вырезаем без припуска. Также надо будет вырезать 2 детальки из черного фетра или любой ткани, которая вам подходит, и деталь клювика. Теперь, когда мы все вырезали, нам нужно пришить наши глазки. Аккуратненько мы распределяем, где наши глазки будут находиться. Все прикладываем и смотрим. Если все ровненько, все вас устраивает, тогда начнем пришивать наши белые глазки. Прикалываем их булавками, чтобы они у нас не сместились. Так вот. И теперь будем прошивать на швейной машинке. Будем прошивать строчкой зигзаг, чтобы наши края наших глазок не осыпались, они у нас не распустились. Делаем натяжение нити поменьше, чтобы ткань сильно не натягивалась. Если вы используете фетр, то ткань, в принципе, сильно не будет морщиться, натягиваться.
ставим строчку зигзаг, и я ставлю длину строчки на единичку. Вот мы пришили один глазик. Точно так же пришиваем и второй. Вот мы пришили наши глазки. Нужно их еще немного прогладить. Вот теперь они у нас ровно лежат. Сейчас я пришью клювик, так как когда буду пришивать вот эти глазки, буду менять на черные нитки, обе шпульки. Сейчас я буду менять только верхнюю нитку, на желтый поменяю. И пришью обычной строчкой по краешку, не зигзагом, а обычной строчкой. Фетр лучше пришивать так. Вот я переставила нитку. Теперь не забываем переставить на обычную строчку. Можно немного обратно увеличить натяжение нити. И длину строчки меняем. Я поставлю на 2-2,5. Когда мы пришили наш клювик, прикалываем наши зрачки. Я буду вот так вот прикалывать. Точно так же, как и клювик, будем по кругу аккуратно прострачивать нитками в тон черными, чтобы не было видно. Когда мы пришили наши глазки, все закончили, нам нужно пристрочить крылышки. Нужно их ровненько расположить. Как это делаю я? Я беру линейку, вот здесь, где конец зрачков, так вот выравниваю. И вот отсюда я начинаю крылышки прикладывать. Можно немного их сместить в сторону, если что-то лишнее, можно это обрезать. Ничего в этом страшного нет. Прикалываем наши крылышки.
И прострачиваем вот здесь по краю строчкой зигзаг. Также ставим поменьше натяжение нити, чтобы нам ткань так сильно не стягивалась. И зигзаг на единичку. Также пристрачиваем и второе наше крылышко. Вот мы пристрочили наши крылышки. Теперь нужно отутюжить их и с этой стороны обрезать лишнее, что у нас осталось. Переворачиваем и обрезаем лишнее. Теперь аккуратно с изнаночной стороны все проглаживаем. Проглаживаем обе детали. Теперь совмещаем их лицом к лицу. Далее нужно подготовить ленточки. Я буду пришивать 4 ленточки шириной 2,5 сантиметра и длиной 60 сантиметров. Края я опалила зажигалкой, чтобы они не распускались. Далее необходимо сложить их вдвое. И аккуратно вот так вот заколоть, чтобы они не сместились. Так все 4 ленточки. Теперь, чтобы ровно приколоть ленточки, я от сгиба, сейчас покажу, вот этого вот сгиба отложу 5 сантиметров. Вы на свое усмотрение, какую вам удобно длину, такую делайте. Так, значит, от сгиба я отложу 5 сантиметров. И от этой засечки отложу еще 20. Или даже не 20. Отложу 18. И точно так же с другой стороны.
И теперь прикладываем и прикалываем их изнутри. Точно так же верхние ленточки прикладываем и прикалываем. Когда мы прикололи наши ленточки, дополнительно еще по периметру я сколола булавками. И начинаем прострачивать на швейной машинке. Внизу оставим место сантиметров 10, чтобы вывернуть. Нашу совушку. Я буду пришивать на ширину лапки 0,7 сантиметров. Где наши ленточки, мы прошиваем усиленной строчкой еще несколько раз туда-обратно. Когда мы прострочили нашу совушку, нам нужно сделать надсечки внизу по сгибам, здесь по сгибам, ушки надсечь и вот здесь вот на сгибах. Начнем с ушек. Аккуратненько делаем насечки, не доходя до строчки, чтобы она не распустилась. Если мы тут насечки не сделаем, то наши ушки, когда мы вывернем, они будут так морщиниться. Будут складки. Вот тут у нас насечки на ушках и вот здесь. Теперь выворачиваем нашу совушку. Не забываем, что у нас ленточки между собой сколоты булавками. Эти булавки нужно вынуть, не забыть про них. Вынимаем булавочки. Можно взять какую-нибудь палочку или кисточку. Вот я возьму такую кисточку, чтобы расправить внутри наши ушки. Чтобы они у нас были остренькие, как
как у настоящей совы. Вот такая у нас получилась совушка. Теперь нашу совушку нужно прогладить, избегая наших ленточек. Наши ленточки, потому что их можно гладить только на единичке при деликатной глажке. И загладить нужно вот это вот отверстие, чтобы нам потом было легче его зашить потайным стежком. Также вы можете потом его застрочить на швейной машинке в край, но не будет сильно заметно. Но лучше будет, если вообще ничего не будет заметно. Так, аккуратненько проглаживаем. Избегая места ленточек и фетра. Фетр, потому что можно тоже желательно лучше на единичке гладить. Вот мы прогладили. Теперь нужно заполнить наполнителем. Можете лебяжьим пухом. Я буду сейчас заполнять холофайбером в виде шариков. Сначала мы набиваем наши ушки плотненько. Набиваем так всю совушку нашу. Вот мы набили нашу совушку. Теперь это отверстие нам нужно зашить, чтобы ровненько зашить. Берем вот так вот, скалываем булавкой посерединке. Вот так вот. И зашиваем потайным стежком аккуратненько. Или же можете на швейной машинке в край застрочить. Вот такая совушка у нас получилась. Вот отверстие мы зашили почти незаметно. По желанию можно еще совушки сделать бантик здесь или может здесь. Также можно вышить реснички. Все зависит от ваших вкусов и ваших идей. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
До встречи!